Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Серия с эвакуатором, которую я снимал, друзья, в течение 3 недель. Параллельно ремонтируя наш зилок утопленный. Следующая серия, кстати, будет с ним. Нам нужно все подготовить к сборке двигателя, проверить редукторы, трансмиссию и так далее. Но по Volvo работы проделано очень много, но я старался по максимуму сократить видео и одновременно старался поменьше вырезать, чтобы вы понимали вообще, что и как происходит. Но пока предлагаю переместиться на машине времени на 3 недели назад, окунуться в процесс восстановления Volvo. Майские праздники уже закончились, приступаем к работе, впереди лето. А значит, пришло время подготовить автомобиль к сезону, пройти техническое обслуживание. А чтобы найти лучшую стоимость и сэкономить на прохождении техобслуживания, то, конечно же, заходите на сайт autospot.ru. Абсолютно неважно, какой у вас автомобиль, старенький японец или новенький китаец, на все авто есть цены. На этом бесплатном сайте вам нужно лишь выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется сделать. Далее появляется карта с ценами и расположением сервисов. Изучив цены, я был очень сильно удивлен, что разница может составлять даже 10 тысяч рублей на одни и те же работы. А это немало. Причем все предложения тут от официальных дилеров и проверенных сервисов. Поэтому с гарантией у вас будет полный порядок. Выбираем подходящий для вас вариант и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Ссылку на Автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки всегда были под рукой, можно скачать и мобильное приложение Автоспот, которое полностью повторяет функционал сайта. Переходите по моей ссылке в описании и пользуйтесь. Ну а я пойду переодеваться и будем начинать работать. Смотрите, я уже начинаю замывать. Ну, решил попытаться замыть, посмотреть, получается или нет. Поднял кабину. Из 2 слончиков, в принципе, почти до самого верха я достаю. Почти. Чуть-чуть. Но я могу с той стороны потом залезть и дозачистить то, что я не достану отсюда. Вот, крыша у нас в родной краске. Можете заметить это. Предыдущая покраска не предполагала покраски крыши. Вот, сейчас залезу наверх и посмотрите, как это происходит. Примерно так выглядит этот процесс. Ты балансируешь как жонглер, знаете, на трубах там, на этом всем. То есть не зря я все-таки в цирке 20 лет отработал, чтобы вот такое вот делать на нашей крыше. Частично есть напылы старой краски, но вот по центру прям вот такая яркая заводская краска Volvo. Очень хотелось бы, конечно, такой краской покрасить, но, к сожалению, это только подбор. Ну, это очень дорого, потому что покрасить и площадку, и кабину, это нужно очень много краски, это очень дорого. Вот, поэтому будем довольствоваться вон тем оранжевым цветом, цветом нашей площадки. Продолжаю замывать. Сейчас у меня не менее страшная задача, это начать замывать заднюю стенку, потому что я ее могу замывать только когда кабина приподнята, потому что когда я опущу кабину, уже только внизу я смогу там замыть немножко с площадки с самой, и то там будет очень неудобно. Поэтому макушку всю я сейчас залезу через зад на поднятой кабине, она так, ну, под уклон, но как бы можно залезть, и там тоже пройду, все это замою. Ноги просто отваливаются, на цыпочках стоишь вверху, вам там, наверное, не особо видно, но кабина вся шатается, я все переживал, хоть бы выдержал этот цилиндр. Опасно, опасно, но выбора нету, еще у нас стенка задняя тоже частично в родной краске, видимо, фургон мешал покрасить, вот, поэтому
Фух, поэтому нам чуть меньше работы, потому что вот эта краска, которой покрашена, она, во-первых, такая не очень какая-то, а еще она очень сильно шагренью покрашена, ее нужно очень тщательно и сильно перемывать. Ну, там верх, именно кукушку уже я подготовил, сейчас наберу воды, смою еще раз, промою. Вот, и в принципе можно будет уже нам опускать кабину, потому что эту часть я уже домою отсюда, стану вот с этого... трала с нашего, с площадки, я смогу ее уже стенку заднюю замывать. Вот, так что сейчас обмою и опускаем кабину, но перед тем, как опускать кабину, установим насос гидроусилителя. Вот, чуть не забыл. После того, как зачистил крылья, их прошел еще и стекловолокном шпатлевкой. В принципе, материал нормуль для работы, интересный такой, мне понравилось, можно с ним работать, обрабатывать, но вот эти крылья стеклопластиковые, в принципе, это единственный способ как-то спаять или еще что-то, их невозможно, только склеивать вот таким специальным эпоксидным клеем этим. Так, тут тоже решеточки немножко подшпатлевываю. Ну и сейчас буду заниматься уже замывкой передней части, чтобы я мог убрать этот верстак, его вытащить сюда и здесь заниматься замывкой. И, возможно, даже начнем красить уже какие-то элементы. Так что сейчас замываюсь там по-быстрому и убираем верстак. Спускаемся ниже, тоже здесь замоемся, наверное, эту черную часть. Вот, и будем продолжать по мере работы, буду включаться. Первые элементы у нас готовы под покраску, но, видите, высохло. И есть вот такие вот точки, крапинки. Не знаю, что с ними делать, если честно. Они потом будут видны. Может быть, возьму сейчас и какой-нибудь чуть-чуть пройдусь шпатлевочкой. Также готовлю вот эти нижние элементы. Где-то пришлось подварить. Вот. А здесь нужно выровнять нам вмятину. Видите, некрасиво. Это нижняя часть двери. Вот, которая прикручивается снизу. А это еще более нижняя часть. Ну, в общем, нужно все это тоже подшаманить, сейчас подгрунтовать, где-то подшпатлевать. И потихоньку таким образом мы приблизимся к тому, что нужно будет уже пробовать наносить краску. Непонятно, как она будет реагировать со старой краской, поэтому начнем с этих мелких элементов, а кабину будем делать чуть позже. Друзья, товарищи, вечереет уже порядка 4 вечера. Все-таки подшпатлевал я эти места, где были сколы. И, в принципе, готов к тому, чтобы красить. Замотованы все детали. Здесь мне осталось только пройтись специальной липкой тряпкой, которая собирает пыль. Вот. Но это еще не все. Также готовы детали, которые были у нас в таком состоянии похуже. Я их все зачистил, загрунтовал. Кое-где пришлось и шпатлевать, вот вмятина было, помните. Вот эти детали подножек, тоже все загрунтовано. И крылья тоже вот только-только замыл, там можете видеть, еще даже не высохла вода. Все это протрем перед покраской обязательно тряпочкой. Сейчас замешиваю краску и будем пробовать наносить, смотреть, как она будет ложиться и т.д. и т.п. Так что пожелайте удачи, ответственнейший момент, правильно замешать краску и правильно покрасить.
Ну вот, наконец-то закончил. 1,5 часа ушло на покраску. Но результатом я доволен. Покрасилось все классно. Краска легла вообще обалденно, несмотря на то, что эта краска алкидная. Она не совсем как бы обычная, которую я крашу, но она автомобильная алкидная краска. Вот, лежит четенько, светится, сияет. Просто красота. Ну, во всяком случае, нравится. Оттенок мне тоже нравится. Насыщенный такой, оранжевый. То, что надо. Наверное. Не, ну классно смотрится. В тени вообще обалденно. На солнце он будет, конечно, слишком такой яркий. Но здесь нормуль. Много падает мусор, блин, конечно, но не важно. Для наших условий покраски это вообще идеальный вариант. Пока что я отправляюсь домой. Те части, которые лежат на улице, я их сложу в кунг, а эти останутся висеть здесь, сохнуть до хорошего устойчивого высыхания. Но вот завтра их тоже, наверное, куда-нибудь переложу, чтобы они не покрывались пылью. Вот, ну и до завтра. Завтра нас ждет замывка кабины. Ох, как я этого не хочу. Тщательная замывка. Ее нужно очень хорошо замыть. Вот, потому что любой подтек, он потом виден, к сожалению. Вот, а кабину нам нужно будет и внутри прокрашивать, и снаружи. Поэтому пока что не знаю. Возможно, даже завтра я только, буду смотреть, как буду успевать, потому что спешить не хочу абсолютно. Хочу сделать аккуратненько, не спеша. Замываю. Нашел вот здесь мятину неприятную. Но я с ней уже ничего не сделаю. Шпатлевать здесь все это такая плохая идея. Еще попробую ее перетереть. Может быть, за счет краски она чуть-чуть скрадется. Вот такая мысль. Ну что, зачищаю 320. У нас большая проблема. Вот такая вот сильная шагрень предыдущей краски. И это создает проблемы, потому что не могу перетереть. И краска такая твердая, знаете. Трешь двумя наждачками, потом перетираю царапины. В общем, веселуха конкретная. Ну вот эту сторону уже я сегодня вот за 1,5 часа, в принципе, сделал. У нас осталась задняя стенка, вот эта вот. Но она такая менее ответственная. Вот. И та сторона. Здесь проблема еще в том, что я же зачищаю не только наружку, а еще и полностью внутри все. Вот, это тоже все замыто, там проем, все. И двери эти, все, вот видите, замыто. Буду красить с проемами. Планировал еще и снимать двери, но понимаю, что один я не справлюсь. Их мало того, что нужно снять, их же еще нужно при покраске будет перевернуть. Вот, и, это нереально. Так что продолжаю работать. Сильно здесь ничего снимать вам не буду. Ну, что здесь снимать? Кстати, здесь вот у нас халява. Сильно можно не стараться, все равно этот щиток будет. Та часть у нас тоже, верхушечка зачищена. Только лишь пройти, там на сухую я проходил, только лишь пройти вот эту вот дверь и проем. Но это тоже займет порядочно времени, но планирую сегодня хотя бы, планирую покрасить. Посмотрим. Куртка мокрая насквозь. Штаны мокрые насквозь. Весь мокрый. Не потому что вспотел, а потому что вода плывет. Но закончил замывку. Все готово к тому, чтобы потихоньку нам начинать обклеиваться. Стекла обклеиваем. Проем еще пока что не знаю, вот как с ним решить. Либо буду картонку какую вставлять в моменте, когда буду красить. Пока не знаю, но хотелось бы попробовать заклеить. Просто газету меня не хватит, чтобы заклеить проем. Но попробую, может быть, что-то придумаю, может, найду какую маскировочную. Ну, сейчас вот оно еще досыхает, видите, есть немножко. Ну и как раз примерно обеденное время, полдня у меня ушло на то, чтобы это все замыть. Но ничего страшного. Сейчас следующий этап — это оклейка, а потом уже будем пробовать красить. Я, в принципе, надеюсь и думаю, что за сегодня мы должны успеть. Как пойдет оклейка? В принципе, лабаш у нас почти заклеен. Немного там уберем старый скотч, добавим нового. Ну и вот с этими окнами разобраться бы. Тоже их нужно с двух сторон проклеить. Шильдики. Ну, в общем, мелочевки хватает. Так что начинаю оклейку. Потом чуть позже включусь.
Все оклеил, можете посмотреть. По сути, мы готовы к тому, чтобы краситься. Ура, наконец-то. Вот так это все выглядит. Пришлось повозиться, ребятки. Но по-другому никак. Здесь просто у меня возможности ставить картонку не будет из-за этой штуки. И в целом там не подлезть. А в этих местах буду ставить картонку. Сейчас вырежу ее под нужный мне угол. И потихоньку, аккуратненько прокрашу это все. Как будет выглядеть, пока не знаю. Начну с крыши. Вот, я попробовал, я могу залезть на эти две ступеньки и крышу могу закрашивать. Вот, потом пододвину скамейку и смогу покрасить кукушку спереди. Так что сейчас с этого начнем, с этой веселухи. Ответственный момент, но постараюсь максимально хорошо сделать. Снял маленькое видео для наших зрителей на Бусти, закрыл ворота и оставляю Вольву вот так, как есть, чтобы не садилась пыль. Завтра ее расклею, приеду и покажу косяки и как что вышло. Вот, ну в целом нормально, в целом более-менее. Ну, доброе утро, друзья. Огромный ветер, может задувать. Принимайте нашу работу. Не расклеивал еще Вольву. Дело в том, что после обеда передают дождь. И я боюсь, что не успею чуть-чуть подкраситься. Поэтому вот там я подготовил черные элементы для покраски, которые я смогу потом потихоньку устанавливать. Поняли, да? Закрыться и здесь копошиться. Ну вот так вышла покраска. Косяки есть, к сожалению. Хотелось бы максимально хорошо сделать, но не получается. Потому что остались следы где-то от... где затирали мы наклейки, где-то какие-то вмятинки. Но это если придираться. В целом, для наших условий покраски в нашем гараже покраска достаточно хорошая. Вот. Особенно хорошо получилась, зараза, задняя стенка, которую я делал в самом конце. Краска уже заканчивалась, я уже доливал как можно больше разбавителя. И вообще классно легла. То есть все равно немного густоватая краска, которую я использую при покраске. Вот, нужно все-таки смелее разбавлять ее. Но вы знаете, маляры меня поймут, это всегда стрёмный баланс вот этого количества растворителя добавленного, количество воздуха и т.д. и т.п. Все это очень-очень влияет на конечный результат. Те, у кого есть большой опыт, они уже чувствуют, какой краской они привыкли красить. Все это зависит еще от самой краски. Одним словом, это сложный процесс для профессионалов. Это давно доказано. Нам нужно покрасить вот эти низы.
Так, нам нужно покрасить новые окантовки фар, покрасить вставочки. Ну, много чего нужно еще покрасить. Даже оранжевым цветом нам нужно еще докрасить. Вот, так что не теряем времени. Солнце пока что стоит, поэтому проходим, красим наши зеркала. Два зеркала у нас оригинальные, вот они, вольвовские, а два уже такое. Это мазовское, это непонятное. А боковое зеркало вообще у нас дафовское, которое бордюрное. Вот, покрасим сейчас фильтр, покрасим это все и займемся оранжевыми деталями. Такая вот прелесть получается. Смотрите, также забыл вам рассказать, сюда заделал сеткой. Огромное спасибо нашим зрителям, подписчикам из Могилева, которые нам эту сеточку подогнали. Ну, красота. Герметиком прошел по кругу, смотрится красиво. Также красиво смотрится вот эта структурная краска, которую я крашу. Вот она прям вообще огонь. То, что надо для этих вещей. Это мипа. Вот видите, однокомпонентная. Fine Structured Lack Schwarz. Черная структурная краска с лаком. Наверное, так. Так, зеркала тоже покрасил. В принципе, по черному пока что все. Дальше что делаем? Красим оранжевые части, пока стоит солнышко. Вот такие новые детали были куплены на Озоне. Качество не супер, но тем не менее не нужно восстанавливать те сломанные. Так, что-то уже накапывает. Эти все детали я спрятал туда в кунг. Там у нас камера хранения. Ну и тут красота. Получилось все четко, без вроде косяков. Чуть-чуть вот плюнул только этот наш компрессор. Но это скорее всего пульвер после черного цвета. Ну и это тоже. С каждым вот этим минимальным набросом сразу машина превращается уже красивее. Смотрите, как смотрится. Когда будет здесь черное, здесь все соберем оранжевое. Прелесть будет. Поставим воздухозаборник. Он, кстати, тоже я его уже спрятал. Будет прелесть. Прелесть. Ой, друзья, нервы закончились. Все почему? Потому что занимаюсь мелочевкой. Это самое страшное дело. Установил зеркала. Так, там тоже. Еще вот нам нужно покрасить здесь черненьким, но пока что не хочу трогать вот эту оранжевую часть. Она еще не сильно высохла. Нужно для начала ее хорошенько просушить, чтобы потом скотчем обклеивать. Потому что нам нужно обклеивать будет оранжевую часть и закрашивать вот эту черненькую страшненькую. Но все сделаем, покрасим, будет красиво. Также хочу еще подкрасить эту вот тоже белым. Вот эту часть. Ну, тут не сильно заморачиваться немножко, чтобы с большего было красиво. Вольвешник преображается. Надпись наша будет готова еще через 6 дней. Вот, так что ждем. Ну, а здесь восстановил личинку. Она теперь замыкается, все от ключа, работает. Не пришлось ничего там подпиливать. Просто ВДшечкой разработал и начало крутиться. Так что хорошие новости. Ну и Volvo преображается, честно. Когда добавляется черного в эту всю конструкцию, сразу совсем по-другому. Ну, посмотрите, да? Ну, ведь классно. Цвет стрёмненький.
Но будем надеяться, что нормально будет. Он еще подсядет, станет как этот, и будет нормально. Так, ну провел здесь маленькие очистные работы. Вот так работает фара на Volvo. Смотрите, у нас внизу разбита здесь. Нужно делать. Она хоть здесь и крепится, вот, вверху, но тем не менее будет болтаться. Поэтому обязательно нужно сделать. С этой стороны не разбито. Здесь хорошо есть, но буквально вот. Ну, вообще ни о чем, все нормально. Также очистил нашу всю подвеску. Здесь были наросты такие. Все продул тщательно. Здесь подкрасим черненьким, чтобы выглядело аккуратно. Ну и в принципе по бамперу. Бампер снимать не буду, потому что, ну, здесь вымучаюсь я. И там вот болты у нас нужны. Тут целая конструкция, вот. Поэтому я думаю, в таком виде мы его подкрасим, подровняем. Где-то что-то надо чуть-чуть подзачистим, и все будет четко. Так что продолжаю зачистные работы. Точнее, начинаю, можно сказать. Здесь и рамки эти подзачищу немножко, уберу ржавчину по возможности. И перейдем на бампер. Выровнять этот бампер, это из разряда, я не знаю. Ну, чуть-чуть только мне удалось его. И то после полного нагрева. Ну вот, там еще у нас есть одна вмятина, но ее я точно не достану оттуда. Металл толстенный, просто не поддается никакому воздействию. Прошелся я шпатлевкой вот здесь, первый слойчик, подзачистим, и будет отлично. Следующее, что нам нужно сделать, это оклеить сейчас вот эту часть нашу. И это вот тоже будем наносить черной красочкой, будет прелесть. Обклеиваем аккуратно. Оклеиваю, как ударился вот об этот противовес головой. Блин, как посыпались искры. Хотел дать сдачи, но потом передумал, вовремя одумался. Как перещелкнуть? Ну, перещелкнуть, вот, она не жмется, зажимаешь. Пришел парень, попросил, на газельке сломалось, там что-то колесо пробил, попросил мелок, я ему дал, говорю, только верни, он, ой, вы что, вот, и побежал, а сейчас понадобилось колесо, у нас как раз в закромах валялись, и колеса от газели еще остались, я им и колесо, в общем, дал, собираю там газельку, парни только начинают свой бизнес, но вот надо помогать людям, по-любому, всегда. Расклеил нашу вот эту решетку. Красота прям обалдеть. Серебристый значок будет Volvo и серебристая будет надпись вот здесь. Может быть еще черная, пока не знаю. Сейчас подготовил крылья наши, тоже зачистил. Огромнейшая работа, гравитексом буду задувать. И буду задувать передний бампер. Сначала задую гравиком бампер и крылья, а потом наверх покрасим еще структуркой, чтобы закрыть гравитекс. Вот, такая у нас система будет, ну, должна работать, проверено временем. И пройдусь еще передок тоже подсвежу. И видите, эту тоже часть заклеил. Тоже пройдемся черненьким, аккуратненько, красиво. Друзья, товарищи, мы продолжаем работать. Я взял себе 2 работников.
Это маляр, это кузовщик. Вот, так что можете поприветствовать зрителей наших. Хорошим людям. Да. На самом деле это наши зрители, которые приехали нам помогать, наши друзья. Мы уже покатались на АТС, и они сейчас вот в шоке пытаются нам помогать. Когда столько много помощников, то работа вообще не идет. Это проверено временем. Так что пишите, если вы тоже так думаете, пишите в комментариях. Но мы занимаемся, видите, подготовкой ступенек. Я вам даже больше покажу. У нас уже здесь покрашено тоже вот этот моторный отсек немножко. Я его прошел, потому что краска не совпадает, но тем не менее. А также уже установили крыло. Но с крылом машина уже смотрится по-другому. Когда здесь добавится еще черненьких элементов, будет вообще огонь. С пассажирской стороны также установили уже воздухозаборник наш. Тоже красота. Прелесть. И в ближайшем будущем займемся сейчас вот этим крылом. Я хочу его обработать перед тем, как устанавливать, поэтому сейчас там пройдемся снизу. Друзья, ну что, подсобрали Вольвочку. Огромное спасибо нашим подписчикам, которые к нам приехали в гости, помогли. Ну, очень приятно. Игорю и Юрию отдельный привет. И спасибо. И Юре спасибо за надпись. Наконец-таки он ее вот очистил от этого ужасного скотча. Это адская работа. Но Volvo подсобрали. Здесь не обращайте внимания, надпись здесь будет. Также подсобрали уже ступеньки. Вот. Еще нужно будет сюда брызговики, покрасить нижнюю ступеньку, вставить щитки, там подправить бак. Но уже совсем другое дело. Этим мы займемся. Займемся уже после выходных. Вот. Здесь запылилось уже. Ну и эту сторону тоже собрали. Сюда станут надписи F12. Будет красиво. Прям будет красиво. Там черненькие щитки. Тоже будет огонь. И с дисками нужно разобраться. И вот такие колпаки тоже хочу купить. Согласитесь, что Volvo стала выглядеть гораздо красивее. Ну, еще раз огромное спасибо нашим подписчикам. Все. Это последняя бирочка, которую нужно было покрасить. Там у нас 3 черных и 2 серебристых. Черные будут на оранжевом фоне, а серебристые будут на черном. Вот, продолжаем сборку Volvo. Машина получается крайне красивая. Сегодня я планирую собрать вот эти вот части, которые у нас идут по бокам, ветровики. Это еще преобразит очень сильно эту машину. Ну и потихоньку надо как-то пытаться. Не могу найти галогенки сюда красивые, хорошего размера. Есть маленькие, но мне бы, конечно, хотелось бы побольше сюда. Ну, посмотрим. Может быть, что-то придумаю. Вот, так что тачка наикрасивейшая у нас будет. Пока сохнут наши таблички, я решил заняться еще одним важным моментом. Это вот таким кронштейном. Здесь у нас кронштейн есть с водительской стороны, а с пассажирской его, к сожалению, нету. Вот, и поэтому немного неправильно держится вся наша решетка, и когда закрываешь, она тоже не совсем корректно держится. Поэтому сейчас я хочу изготовить вот такой кронштейн. Это будет не быстро, да, но придется повозиться. И его установить вот сюда, на эту тоже часть. И у нас будет тогда все четко. Вот нашел такой у себя амортизаторик. Он, правда, длинноватый, но мы ему вот здесь вот отрежем, нарежем новую резьбу. И, по идее, должно бы работать. Вот, так что сейчас изготавливаю кронштейн. У меня там уголок есть, поэтому, я думаю, получится у меня. Ну вот, буквально полчаса, и получилось вот такие сделать красивые кронштейны. Краска уже высохла, можно собирать. Бляха-муха, это было больно. Попробуем закрыть. Надеюсь, ничего не выломает у нас. Вообще супер.
Не отодрать. Все работает. Повезло, что есть одна эта штука. Если бы ее не было, то поймать правильные углы — это очень большая работа. Тот, кто сталкивался с такого плана работы, тот знает. Это 50 примерок и только одна приварка. Все отлично. Там нержавейка, сейчас зажмем только болтики и все. Самый ответственный момент сейчас, вы поняли, да? Вот прилепить эту надпись. У нас, к сожалению, только одна направляющая, центральная. Поэтому был использован метод перекупа. По-моему, идеально. Продвигаюсь я медленно, но уверенно. Уже установил щиток. Также установил брызговички. Ну, потихоньку собираю все. Вот, еще установил сюда надпись, но не приклеивал. Также установил по бокам надписи. Вот. Закрепил на скотч, чтобы они, не отваливались. Сейчас запустил мазурика нашего. Юра едет, возвращается из рейса. И я хочу загнать Маза назад туда, на задний двор, чтобы он нам здесь не мешал. Потому что уже совсем скоро мы будем выезжать на нашей Volvo. Так, подписчики учили через третью, да? Это страшный аппарат. Чуть-чуть продвинулся по Volvo. Приклеил центральный знак. Ну и щитки прикрутил. Вот, пришлось здесь повозиться. Вот, все прикрутил. Немножко потом еще их подкрасим. Вот эти вот стойки. Они не очень красивые. Уже покрылись и грязью здесь, и мылом. Вот, с той стороны тоже. Вместе с брызговиками все прикрутил. Смотрится немножко убого, мне кажется. Но когда ось поднимется, будет лучше. Это сейчас она просто провисшая. Установил я поворотники сегодня, занимался проводкой, вымучился, ничего не получается. Противотуманки наши я так и не нашел выход на них. Сейчас разобрал передние колеса, будем менять резину. Вот, заодно здесь промажу все, ступицы гляну, чтобы все было в норме. Крылья тоже подкрасил, вот эти вот стойки и пружины сзади. В общем, потихоньку продолжаем работать. Диски отвезу на пескоструй, чтобы они были красивые, аккуратные. И вот у нас шиномонтаж уже. Одно колесо снял, сейчас второе будем снимать. Так, друзья, мы на пескоструй. Отвез диски от нашей Volvo на пескоструй. Вон они лежат. Так что, только передние, к сожалению. Всю машину разбирать уже просто нет ни времени, ни сил. Но сделаем перед.
Вот, сзади у нас будут хромированные колпаки закрывать основные диски, поэтому пока что это не принципиально. Вот, мы их просто зачистим, подкрасим, чтобы они более-менее красиво выглядели. Вот. А по поводу передних дисков, то сделаем, чтобы уже, ну, прогрунтуем, покрасим, чтобы было относительно красиво. Вот, так что выдвигаемся на базу, будем продолжать сейчас заниматься нашей Вольвой. Сейчас я делаю нашу электрику, то есть пытаюсь. Не было у нас подсветки приборов, не работал правый габарит. Я это сделал, нашел здесь все, перемаклевал. Вот, сейчас следующая наша задача — это сделать противотуманки. Передние и задние. Их у меня пока что нету, но коль у меня здесь все разобрано, я думаю, нужно прокинуть провода. Ну, точнее, я нашел здесь частично, половинку, в общем. Вот, и мы к ней подсоединимся, я здесь удлинюсь, в общем, все будет нормально. Вот, и еще большое дело нам останется, это сделать верхнюю часть, кукушку. Там нужно будет подсоединить нам подсветку надписи, которой еще нету, никак не сделают ее. И там нужно сделать подсветку в ящиках, которые открываешь. Хотя, может быть, даже, ну, посмотрю. Там, наверное, нужно, да, сделать подсветку. Вот, а также нужно нам еще сделать габаритики наверху и вывести антенны. Вот, такие дела нам нужно сделать. Занимаемся. Установление старых машин — это всегда приключение. И вот, видимо, когда я залазил, ломанул панель, и сразу отломались два язычка, которые держат блок лампочек. И вот приходится теперь восстанавливать. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Столько нюансов очень много здесь, просто трындец. Мелочевки, которые, как всегда, занимает основное время. Так, стоп. Вот так вот. Ну, теоретически можно закидывать панель. Еще у нас большая проблема, ребятки, нужна помощь. Помощь вот такого плана, нужны вот такие лампочки. Если у кого-то есть номер каталожный этой лампы, то, ну, буду признателен. Именно вот такая специфическая 24 вольт лампочка. Потому что у нас ни в подсветке здесь не работают. Я, правда, не знаю, где они там, но где-то там они расположены и не работают. Вот, ну и надо еще нам врезать будет сюда одну кнопку для подсветки, наверное, эвакуатора нашего. Вот эти заглушки уберу и вставлю сюда. У меня есть как раз вот такая кнопка. Видите, оригинальная. Ее можно сюда тоже вставить. Но это, наверное, чуть позже. Уже очень устал я от этой электрики всей. Смотрите, какой классный к нам приехал подарок от нашего зрителя, подписчика и друга Андрея. ОДО варианта. Огромное спасибо. Вот такие вот крутые дворники для нашей Volvo. Андрею огромная благодарность за помощь нашему каналу. Он нам помогал с Ханамагом, но, к сожалению, вот я потерял его контакт. Андрей, пожалуйста, напиши мне, если вдруг смотришь эту серию. Вот, хотел отблагодарить, но не смог найти. Куда-то улетело в чате это все. Не знаю, что произошло. Так что Андрею огромное спасибо. Устанавливаем дворники. Фонарики, которые стоят у нас на крыше, как выяснилось, еще оригинальные. Вылетела лампочка. Конструкция интересная, очень сделана классно. То есть просто нужно поменять лампочку. Щелк, щелк. Ну ведь классно. Вопросов нет. Сейчас устанавливаем его на крышу. Друзья, на сегодня все. Что-то потемнело резко, пошел дождь, надо ехать домой. Вам огромное спасибо, что вы были в этой серии с нами. Не забывайте подписаться, поддержать нас лайком. И огромное спасибо, что переходите по ссылкам наших спонсоров. Всем только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Следующая серия, надеюсь, с Зилком. Всем пока.